Привет! Сегодня у нас на обслуживании и улучшении модель Packet Bell. Как оказалось, это дочерняя компания бренда Acer. Эту модель нам прислали наши друзья из Винницы. Помимо чистки и замены термопасты, будет выполнено улучшение с SSD-диском, добавление оперативной памяти и установка лицензионной операционной системы. Разборку необходимо начать с извлечения аккумулятора. Теперь необходимо открутить и снять крышку, где прячется жесткий диск и оперативная память. Снимаем ее и отсоединяем жесткий диск и извлекаем оперативку. Ну а после этого откручиваем шуруп, который удерживает дисковод, после чего с легкостью извлекаем его. На данном этапе нужно открутить теперь все шурупы на крышке, будьте внимательны, не пропустите ни один. Теперь под углом 90 градусов устанавливаем ноутбук и с помощью пластикового медиатора начинаем отщелкивать защелки. В идеале было бы хорошо прикрыть чем-то матрицу. Я это не сделал, потому что имею уже опыт, но во избежание каких-то сложностей лучше чем-то ее накройте. После того, как отщелкнуты были защелки, аккуратно придерживая, отсоедините шлейф, который удерживает панель тачпада. Теперь необходимо отсоединить клавиатуру. Будьте аккуратны, ее также удерживают несколько шлейфов. Хочу напомнить, что у каждого шлейфа есть собственный замок, который необходимо, прежде чем извлечь шлейф, правильно открыть. Клавиатура отсоединена, теперь переходим к материнской плате и отсоединению шлейфов на ней. Материнскую плату также удерживает несколько шурупов. И когда уже плату ничего не держит, начинаем ее аккуратно извлекать. Рядом с системой охлаждения находится еще один разъем, который нужно отсоединить. Ну вот и все, плату ничего не держит, теперь приступаем к демонтажу и замене термопасты. На кулере или вентиляторе собралось прилично пыли. Это значит, что он активно использовался и ему необходимо обслуживание. Термопаста полностью не засохла, то есть она еще в принципе пригодна была. Но, как говорится, лучше заменить. Счищаем остатки старой термопасты пластиковым инструментом. Используя влажную салфетку, убираю остатки начисто. Используя пылесос со специальной щеткой, очищаю от пыли как вентилятор, так и материнскую плату. Теперь наносим свежую термопасту. Устанавливаем систему охлаждения и по очереди закручиваем шурупы. Очищаю также и корпус от пыли. Теперь приступаем к обратной сборке. Аккуратно устанавливаем материнскую плату, подключаем все, что отсоединили, прикручиваем ее и убеждаемся, что все шлейфы закрыты на свой замок. Заменил все кусочки скотча, которые удерживают кабель и шлейфы.
Установив и подключив клавиатуру, а также панель тачпада, приступаем к сборке основного корпуса. Устанавливаю оперативную память и жесткий диск и проверяю на работоспособность. Компьютер включился, теперь приступаем к его апгрейду. Будет установлен SSD-диск на 240 ГБ от бренда Kingston и бокс для установки жесткого диска вместо привода. Вот наш привод, а вот для него бокс. Толщина бокса составляет 12,7 мм. Снимаю каретку, которая удерживает жесткий диск, и прикручиваю туда SSD-диск. Также устанавливаю дополнительную оперативную память. А жесткий диск, который мы отсоединили, устанавливаем в бокс вместо DVD-привода. Переносим специальный крепеж с основного привода на наш новый бокс, для того, чтобы можно было его зафиксировать. А также совершаем перенос специальной вставки, чтобы визуально казалось, что ничего не поменялось у нашего ноутбука. За кадром я оставил установку лицензионной Windows и полную настройку данного ноутбука изнутри. Надеюсь, вы оцените труды лайком, и это видео поможет вам приобрести уверенность в том, что если вы самостоятельно решите заменить термопасту или разобрать ноутбук, то у вас все получится. Напомню, что все ссылки на инструменты, которыми пользуюсь я, есть в описании под видео. Ставьте лайк и до встречи в новых видеопроектах.